третьей части своей презентации позвольте мне ознакомить вас по программе профилактики передозировок опиоидами. Как это все начиналось? Это начиналось в далеком 2008-2009 году. Мы стали замечать, что много молодых людей стали погибать от неизвестных нам причин. Как позже оказалось, что это были передозировки. Для того, чтобы посмотреть, что это такое, мы провели исследование, которое называлось «Изучение уровня информированности у некоторых аспектов передозировки». Провели мы, потом стартовал пилотный проект на базе города Бишкек и Токмок. Тогда мы только 500 клиентов охватили. В это же время, 2009 по 2010 год, отрабатывались механизмы внедрения программы, была подготовлена правовая база по реализации проекта. В 2011-2012 году уже расширение немножко было, уже 14 пунктов обмена шприцев, это в Чуйскую область, в Бишкек, город Ош, и стали мы уже затрагивать пенитенциарную систему. Охват уже был побольше, 3200. В 2013-2014 году попытались мы провести раздачу налоксонов через аптеки. И здесь уже у НПО мы стали подключать. Вот с 2014 года по настоящее время мы очень тесно сотрудничаем с неправительственными организациями и ежегодно обеспечиваем налоксоном более 2000 клиентов. Какой же правовой статус? Налоксон в 2009 году мы включили в перечень жизненно важных лекарственных средств. И в 2010 году был подготовлен стандарт профилактики передозировок. В 2012 году уже в клиническом руководстве по диагностике и лечению психических поведенческих расстройств в результате употребления опиоидов, там отдельной главой было как раз-таки описано алгоритм ведения клиентов при передозировках от опиоидов. В 2013 году мы подготовили уже клинический протокол оказания помощи при передозировках опиоидами. И нашей победой было то, что вот это все, как профилактика передозировок от опиоидов, сейчас является стратегией в антинаркотической концепции страны. Когда мы изучили, оказалось, что все-таки 80% это были мужчины, 60% это были лица до 40 лет, от 26. Начало употребления были 24-25 и средний стаж употребления 11 лет. Когда мы уже начали выяснять, то места обычного употребления наркотиков это были дома, они потребляли 47%, у друзей 34%. Именно здесь нужно было нам внедрить именно, чтобы они либо у друзей был налоксон, либо дома родители имели налоксон, чтобы не было передозировок. Когда мы начали спрашивать, то 40% респондентов имели уже личный опыт передозировки. Каждый 9 из 10 становился свидетелем таких случаев. И вот когда 50% были свидетелями передозировок даже с летальным исходом. Основные причины передозировки это все-таки были 53% это были героиновые передозировки, сочетание алкоголя 21% было и таблеток, в основном это был димедрол 16%. 52% сказали, что они увеличивали дозу специально для достижения больших ощущений. 10% сказали, что после периода воздержания. Вот эта цифра нас тоже заинтересовала, потому что те клиенты, которые у нас лежали, получали детоксикационную терапию,
они должны были тоже быть обеспечены налоксоном. И те лица, которые тоже были в пенитенциарной системе, тоже должны были быть обеспечены налоксоном. И вот 2,9 была попытка самоубийства. После этого респондента мы решили со всех сторон посмотреть, где внедрить это налоксон. И вот Республиканский центр наркологии закупил налоксон, передал он службе исполнения наказания. В нашем стационаре мы те лица, которые получали стационарное лечение, домашнему выдавали на руки. Через НПО мы тоже давали, через пункты обмена шприцев, через аптеку попытались. Мы здесь давали так называемые ваучеры. Эти ваучеры пациенты брали, и если им нужно было, подходили в аптеку и могли купить налоксон. Он не очень дорогой. Все эти пути мы попробовали. И наконец мы сейчас пришли к тому, что неправительственные организации, мы сейчас тесно с ними сотрудничаем, мы им передаем налоксон и в пункт обмена шприцев, и также в стационар. Что во время того, что не только мы даем налоксон на руки и объясняем, но мы информируем клиентов о признаках передозировок, как нужно оказывать доврачебную помощь и как нужно правильно применить препарат налоксон. Потому что очень много было мифов. Некоторые клиенты, пациенты оставляли этого передозированного человека или вводили солевой раствор внутривенно, или в ванной, оставляли в ванной. То есть очень много было неправильных действий, которые приводили к летальным исходам. Ну, вот здесь на фотографиях вы видите, наши врачи обучают доврачебной помощи, как нужно вводить в полевых условиях налоксон. Выдача также обеспечивалась, выдача препарата налоксон обеспечивалась информационным материалом, памятки давались. Вначале мы выписывали рецепт. Этот рецепт у них все время находился. Сейчас мы рецепт не выдаем, потому что налоксон у них в специальных кассетниках находится. Здесь вы видите фотографии, которые сами клиенты нарисовали, а это мы готовили. Стенд подготовлен был совместными усилиями. Вот вы видите здесь наш партнер, который вот показывает, как нужно. Ну, здесь на стенд это важно знать. Последствия. Когда мы начали внедрять, мы думали, ну, каковы будут последствия. Когда мы увидели, что смертность от передозировки у нас снизилась на 13%, это нам дало, что, ну да, вот на 13% это снижение смертей от передозировок на 8%, и на 3% стало снятых с наркологического учета уменьшаться. Вот это нам дало толчок на том, что мы на правильном пути. И сейчас в настоящее время у нас тоже, ну, не такая большая тенденция, но все-таки снижается, снижение идет лиц, которые от передозировок. На этом моя презентация заканчивается. Я надеюсь, вам было интересно и готова ответить на ваши вопросы.